Когда бездомный мужчина просит его помочь его больной собаке, ветеринар категорически отказывается. Но несколько дней спустя происходит нечто шокирующее, что меняет взгляды доктора на жизнь. Сегодня был его день рождения, и доктору Барри было все равно. Весь его мир рухнул несколько недель назад, и он был не в настроении праздновать. Он отказался от приглашения местных жителей на вечеринку в свою честь и заперся в своей квартире в одиночестве. Он просто хотел, чтобы этот день закончился как можно скорее. Но когда он услышал пение снаружи своего дома, он сразу же узнал слова, которые радостно выкрикивали люди. Это было его собственное имя, за которым последовали просьбы прийти и отпраздновать с ними. Доктор Барри нахмурился. Почему они не могли оставить его в покое? Он попытался спрятаться в задней части своего дома, но они продолжали скандировать и просить его выйти. Через несколько минут он понял, что они не уйдут, пока он не поприветствует их. Всего несколько улыбок, пообещал он себе, направляясь к входной двери и пытаясь изобразить на лице улыбку. Но когда он открыл дверь, улыбка превратилась в испуганный взгляд. Перед ним были мужчина и собака. Мужчину звали Фред. Он улыбнулся ему и из вежливости протянул руку. Доктор Барри ответил на рукопожатие, но он знал, что это не было обычным выражением признательности от клиентов, с которыми он работал в прошлом. Пес Уилли залаял на него, и Фред начал знакомить его с доктором. На месте происшествия доктор Барри почувствовал, что его глаза наполняются слезами. За спиной Фреда 2 дюжины людей смотрели на него с широченными улыбками на лицах, но ветеринар не мог смотреть ни на кого, кроме мужчины с собакой. Этот дуэт был доказательством его величайшей неудачи как врача и как человека. Неужели он пришел, чтобы опозорить его перед своими постоянными клиентами? Задался вопросом доктор Барри. В глубине души он думал, что так ему и надо, но мужчина перед ним улыбался. «Ты помнишь нас?» Он спросил. Вместо ответа на вопрос доктор Барри разрыдался и начал безудержно рыдать. Фред и Вилли обменялись встревоженными взглядами, пока ветеринар пытался взять себя в руки. После минутного молчания Фред осторожно положил руку на плечо доктора Барри, предлагая утешение. «Все в порядке, док. Мы понимаем», — тихо сказал он. Доктор Барри поднял голову, его глаза были красными и опухшими от слез. Он кивнул, благодарный Фреду за понимание. Однако он не был уверен, что когда-нибудь сможет простить себя. Несколько дней назад Фред пришел в больницу за медицинской помощью для своей собаки, единственного друга и компаньона, который у него был, Вилли. За 2 дня до его визита в ветеринарную клинику произошло неожиданное событие. Он находился далеко от приюта для бездомных, который называл своим домом, когда начался сильный дождь. Это стало причиной беспокойства Фреда, потому что перед уходом он оставил свою собаку за пределами территории. Вилли терпеть не мог сидеть взаперти в приюте, а поскольку помещение было огорожено забором, в тот день он решил не брать с собой ее попрошайничество. Из-за проливного дождя Фреду было не по себе, потому что он знал, что Вилли не сможет самостоятельно забраться в укрытие. Днем двери были заперты, и если только случайно не проходил волонтер, никто не открывал их для нее. Он не мог представить, что его лучший друг промокнет под дождем и простудится. Уилли была его единственной родственницей, и он не хотел, чтобы она заболела от простуды, которую могла подхватить из-за сильного ливня. Сердце Фреда было переполнено тревогой за Уилли. В тот день он прошел дальше обычного, так как ему сказали, что местный бар ищет официантов для найма. Теперь ему потребовалось бы в 2 раза больше времени, чем обычно, чтобы добраться до приюта и забрать свою собаку. Как только Фред прибыл на территорию, его сердце учащенно забилось. Первый намек на несчастье появился, когда он выкрикнул ее имя, но
в ответ услышал печальный и скулящий звук вместо обычного счастливого и энергичного радостного лая, который он слышал всякий раз, когда возвращался домой. Когда он нашел Вилли, то не мог поверить в то, что предстало перед ним. Сбылись его худшие опасения. Прямо перед ним стояла Вилли, с ее шерсти капала, когда она тряслась всем телом, пытаясь стряхнуть влагу. Она промокла до нитки под проливным дождем. Ему было невыносимо видеть, как дрожит Уилли. Он быстро снял пальто и обнял ее, чтобы хоть немного согреть. Он не мог заставить себя представить, насколько ей холодно. Уилли была длинношерстной дворняжкой, и шерсть на ее теле не могла защитить ее от холода. Он быстро отпер дверь приюта, развел огонь и прижал ее к себе, чтобы согреть. Но затем самое худшее повторилось. Посреди ночи, несмотря на то, что в комнате было тепло, Вилли начала чихать и кашлять. И когда Фред пришел ей на помощь, у нее были слезящиеся глаза. Он испугался, что она, возможно, простудилась, и опасался, что вскоре это перерастет во что-то более серьезное. Всю ночь он не отходил от нее ни на шаг, так как она казалась слабой и больной. На следующее утро состояние Вилли, казалось, ухудшилось, что заставило Фреда запаниковать. Он не хотел думать о том, что она, возможно, сильно простудилась и ей может потребоваться медицинское лечение. Он знал, что у него не было достаточных средств, чтобы отвезти ее в ветеринарную клинику, если бы это было так. В карманах у него было всего несколько пенни, а их хватило бы на единственный теплый ужин за весь день. Но, увидев, в каком состоянии Уилли, он расплакался. Он должен был что-то сделать. Он не мог вынести, что потеряет ее, несмотря ни на что. Поэтому Фред решил отвезти ее в ветеринарную клинику, хотя и знал, что не сможет оплатить ее лечение. Он должен был что-то предпринять и был готов на все, даже если для этого пришлось бы умолять персонал больницы. Приехав в больницу, он дождался своей очереди, и когда его вызвали, он впервые встретился с доктором Барри. Фред тут же начал рассказывать о том, что ему пришлось пережить с Вилли, и о том, что она, похоже, простудилась. Он объяснил, что у него не было достаточно денег, чтобы оплатить ее медицинские счета, но он надеялся, что доктор Барри проявит к ней сострадание и вылечит ее. Фред продолжал объяснять, как важен для него Вилли, указывая на то, что она была единственной, кого он считал своей семьей и кто был с ним долгие годы. Потеря ее стала бы концом его мира, и он надеялся, что до этого не дойдет только потому, что у него не хватит денег. К его разочарованию, доктор Барри, казалось, не был тронут рассказом Фреда и строго посмотрел на него, заявив, что он должен заплатить полностью, иначе он ничего не сможет сделать. Клиника не работала в кредит, особенно с бездомными. Отчаяние наполнило сердце Фреда, когда он понял, что у него не осталось выбора. Охранник вывел его из клиники, и какое-то время он просто стоял на парковке, размышляя, действительно ли это конец его дружбе с Уилли. Однако у судьбы были другие планы, и Фред даже не подозревал, что надежда уже в пути. Медсестра по имени Мэри, которая видела его ранее в клинике, бросилась на его поиски. Подойдя к нему, она представилась и спросила, что произошло между ним и доктором Барри. Фред, не зная, что Мэри была маяком надежды, которого он так страстно желал, продолжил рассказ о своем испытании. Она была глубоко тронута и, видя, как Вилли дрожит и чихает, поняла, что должна сделать все, что в ее силах, чтобы помочь. Мэри была опытным медицинским работником, когда дело касалось животных, и она была увлечена своей работой. В этот момент она обняла Фреда за плечи, пообещав помочь ему и объяснив, что она также ветеринарный врач. В рамках своего обучения она работала медсестрой, но у нее не было полной лицензии на проведение процедур. Сердце Фреда наполнилось благодарностью, когда
когда он понял, что в мире все еще есть сострадательные души. Он горячо поблагодарил ее, его голос дрожал от волнения. Мэри заверила его, что они сделают все возможное, чтобы спасти Уилли, чего бы это ни стоило. В тот день она уже закончила свою смену и только что поспешила выписаться, прежде чем отправиться с Фредом к себе домой, где она могла бы вылечить Вилли из собственных средств и с помощью медицинских инструментов и медикаментов, которые были у нее дома. Ей приходилось работать с тем немногим, что у нее было, и надеяться на выздоровление Уилли. Шансы были невелики, но она старалась изо всех сил. К тому времени, когда они приехали домой, состояние Уилли уже ухудшалось, и она с трудом переводила дыхание. Мэри немедленно принялась за работу, используя имевшееся у нее самодельное оборудование для лечения, в то время как Фред сидел рядом и надеялся, что Вилли поправится. Было легко заметить, что бездомный очень заботился о своей собаке, но также легко было заметить, что он был слаб и истощен. При виде этого зрелища у Мэри защемило сердце. Она молча приготовила теплую еду для мужчины и собаки, а когда собралась ложиться спать, пригласила Фреда принять душ и поспать у нее на диване. Она знала, что было бы неразумно приглашать бездомного в свой дом и ослаблять бдительность, но она видела, что Фреда заботил только Вилли, и ее беспокойство таяло с каждой секундой. К счастью для них обоих, Вилли постепенно приходил в себя. На следующий день, перед тем, как отправиться на свою смену, Мэри проинструктировала Фреда, что делать в ее отсутствие. Ей стало немного не по себе при мысли о том, что она оставит Фреда одного в своей квартире, но она не хотела, чтобы Уилли так скоро оказался на улице, поэтому она решилась на смелый шаг и попросила Фреда остаться. Она вернется позже, и они продолжат лечить Уилли вместе. Через несколько дней Вилли стало намного лучше, она перестала чихать и дрожать. У нее появился аппетит, и теперь она радостно виляла хвостом и лаяла всякий раз, когда видела Фреда или Мэри, наполняя их сердце радостью. Мэри и Фред подружились, и она даже устроила ему собеседование на работу в местную закусочную. Он был несказанно благодарен, но больше всего радовался тому, что его собака выздоровела. Всего несколько дней назад его лучший друг не мог спокойно передвигаться, лаять и даже нормально питаться, и Фреду очень хотелось увидеть некогда жизнерадостного и счастливого пса, к которому он привык. И вот теперь она была полна энергии и аппетита и виляла хвостом, выпрашивая у Мэри или Фреда еще угощений. Когда Фред предложил оплатить помощь Мэри из своей первой зарплаты, она просто махнула рукой и посоветовала ему потратить эти деньги на что-то более полезное, например, на аренду квартиры или покупку продуктов. Сострадание Мэри было невероятным и резко контрастировало с реакцией доктора Барри, когда Фред умолял его помочь Уилли. Честно говоря, Фред был обеспокоен тем, почему доктор Барри, врач, хорошо известный в обществе своими работами и страстью к своему делу, в тот день казался равнодушным к его мольбам. Внезапно в нем начало нарастать чувство гнева. Он хотел выяснить, что могло сделать доктора Барри равнодушным к его ситуации. В тот день он дождался, когда Мэри вернется домой с работы, чтобы поделиться с ней своими опасениями. Поскольку она работала вместе с ним в больнице, у нее могло возникнуть предположение о том, что могло заставить доктора Барри не испытывать сострадания в тот день. Как только Мэри приехала, Фред взял Вилли с собой, чтобы она могла убедиться, что с ней все в порядке, и воспользоваться возможностью поделиться своими опасениями. Когда Мэри услышала его опасения по поводу доктора Барри, она опустила голову, и Фред понял, что с ветеринаром, возможно, случилось что-то плохое, что, должно быть, это изменило его или глубоко ранило. Затем Мэри объяснила, что несколько недель назад доктор Барри все еще был счастливым человеком, с огромной любовью к
животным и состраданием к их владельцам. Однако его мир вращался вокруг его собаки Хаски, которая скончалась всего несколько недель назад на руках у самого доктора Барри. Мэри объяснила, что эта потеря глубоко ранила ветеринара в сердце и внезапно сделала его равнодушным к другим животным, поскольку он не мог вернуть свою собственную собаку. Это произошло, когда он прогуливался со своей собакой и попытался перейти дорогу. Он не заметил приближающегося автомобиля, но его собака, всегда настороже, почувствовала опасность. Благодаря своей преданности, всего за несколько секунд до того, как автомобиль столкнулся с Барри, он быстро отпрыгнул в сторону, используя вес своего тела, чтобы уберечь своего любимого владельца от опасности. Лайка приняла на себя основной удар от въехавшего автомобиля. Внезапный толчок собаки был для доктора неожиданным, но когда он услышал внезапный звук удара, он застыл на месте. Обернувшись, он увидел, что его собака лежит на земле, тяжело раненая и пытается отдышаться. Лайка Бренди все еще дышала и была жива, но с трудом. Барри не мог смириться с тем, что его собака только что спасла его и была на грани смерти. Он не мог вынести потери Бренди, и он решил отплатить собаке за ее поступок и спасти ей жизнь. К несчастью для доктора Барри, как только он доставил собаку в операционную, чтобы попытаться спасти свою жизнь, аппарат перестал измерять жизненно важные показатели Бренди. Его коллеги, работавшие с ним, были свидетелями этой ситуации и знали, что их врачу будет нелегко справиться с ней. Доктор Барри не мог успокоиться, когда его крики наполнили больницу, и его коллегам пришлось держать его и утешать. Это было нелегко, так как он верил, что все еще может помочь. Но Бренди уже умер, и никакая помощь не могла вернуть его обратно. Он получил смертельную травму в автомобильной аварии, но его смерть была знаменательной, поскольку его преданность спасла жизнь его хозяину. Мэри объяснила Фреду, что после этого инцидента доктор Барри стал сам не свой. Он был в горе и постоянно корил себя за то, что в тот день не посмотрел по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Если бы он так поступил, Бренди все еще была бы с ним, но что случилось, то случилось, и доктор Барри изо всех сил пытался оправиться от случившегося. Услышав печальную историю доктора Барри от Мэри, Фред теперь понял, почему ветеринар отказал ему в тот день. Он все еще был немного зол, но был полон решимости помочь доктору Барри выздороветь. Он по-прежнему был сострадательным человеком, и его опыт в своей области имел решающее значение для общества. Фред объяснил Мэри свои намерения, и она почувствовала, что его идея в точности совпадает с мнением доктора, и общество нуждается в этом. Если бы он остался равнодушным, это могло бы негативно сказаться на многих, таких как Фред, которому было отказано в лечении его собаки. Мэри и Фред разработали план, как заставить доктора Барри пожалеть о своих действиях, а также преодолеть его горе из-за того, что он не спас свою собаку. Они решили обратиться к газетам и попросить их написать статьи о его огромной работе в этой области. Доктор Барри был заслуженным ветеринаром, и Мэри с Фредом подумали, что напоминание ему о том, сколько жизней животных он спас за свою карьеру и скольким владельцам домашних животных он принес радость и улыбки, поможет ему смириться с тем фактом, что, несмотря на то, что он не смог спасти Бренди, но был героем, его собака спасла ему жизнь, и это был способ природы дать ему понять, что его работа бесценна. Вскоре они узнали, что через несколько дней у него день рождения, и поняли, что это идеальное время для осуществления их плана. Такой особенный для него день станет идеальным моментом для размышления о его прошлых работах, поскольку сообщество будет отмечать его день рождения. В рамках своих планов они посетили несколько семей, которым доктор Барри помогал в прошлом, леча их домашних животных, и сообщили им о плане.
согласно которому они соберутся вместе, чтобы поделиться своими свидетельствами о его добрых делах сострадания и то, как он прошел через худшее, чтобы вернуть их животным здоровье. Вскоре все было готово, и в день его рождения община организовала для него праздничное мероприятие. Однако случилось непредвиденное. Доктор Барри прислал письмо, в котором сообщил, что не будет присутствовать на организованном в его честь мероприятии, и это вызвало шок у множества людей, которые решили прийти ради него. Однако Фред и Мэри не отступили. Вместо этого они решили перенести место проведения дня рождения к нему домой. Снаружи все дружно скандировали его имя, расставляя стулья, и доктор Барри не мог не согласиться с просьбой людей пригласить его на улицу. Когда он вышел из дома, небольшая толпа встретила его аплодисментами и одобрительными возгласами и предложила присесть. Доктор Барри и не подозревал, что это было не просто празднование дня рождения. Один за другим люди, к которым доктор Барри имел отношение за годы своей службы, взбирались на табурет и начинали рассказывать о том, как он оказал им огромную помощь в прошлом. Истории, которыми они делились, были трогательными. Один из людей, информированных о плане, решил позволить своей радиостанции освещать это мероприятие, тем самым поделившись подробностями событий с людьми по всей стране, которые слушали его. Сам доктор Барри был тронут до слез, когда услышал, как сильно его работа повлияла на жизнь многих жителей города, и чувствовал себя виноватым из-за того, что позволил своему горю сделать его равнодушным к той же страсти, которая заставила его выбрать карьеру ветеринара. Это было такое запоминающееся событие, и небольшая толпа, и люди, настроившиеся на радиостанцию, были тронуты до слез его эмоциональной реакцией. Доктора Барри пригласили получить награду от общества за его добрые дела, и, произнося свою проникновенную речь, он рассказал о том, как не спас свою собственную собаку Бренди. Но затем он объяснил, что теперь, когда ему напомнили о том, как сильно его работы повлияли на жизнь людей в сообществе, он сожалел, что позволил горю овладеть собой. Он пообещал взять себя в руки, поскольку теперь понял, что Бренди, возможно, спасла ему жизнь, чтобы он мог спасти жизнь другим животным. Держа доктора Барри за руку, Фред понял, что тот действительно сожалеет о своих действиях. Ветеринар извинился и тепло обнял его. Его поведение заметно изменилось по сравнению с тем, что было раньше. В его глазах появилась теплота, а улыбка казалась искренней. Когда они выходили из его дома, Фред взглянул на Вилли, которая радостно виляла хвостом, по-видимому, довольная. Вместе они вышли на солнечный свет, чувствуя облегчение и благодарность за второй шанс, который они дали доктору Барри, сострадательному ветеринару, который сбился с пути, но снова нашел его благодаря доброте и настойчивости окружающих. Какой прекрасный финал! Смогли бы вы простить врача? Считаете ли вы, что домашние животные должны получать медицинскую помощь, даже если их владельцы не могут заплатить? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до встреч!